Всем привет! Сегодня я покажу вам долгожданные фигурки Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера от Funko Pop. Данные фигурки были выпущены в связи с выходом нового сериала о приключениях Оби-Вана. Также я расскажу вам про книги с участием этих культовых персонажей, романах Кеноби Джона Джексона Миллера и Темный Повелитель. Восход Дарта Вейдера Джеймса Лусено. Как и все фигурки Фанка по вселенной Звездных войн, данные фигурки башкотрясы. И если с Оби-Ваном все нормально, то голова Дарта Вейдера настолько массивная, что даже трясется с трудом. Прежде чем смотреть фигурки, давайте сначала глянем на их коробки, которые выполнены в кофейно-черных оттенках. На боковой стороне коробки показана сама фигурка героя в полный рост, а на задней стороне мы видим изображение фигурок всех героев из данной серии. Внизу коробки напечатана вся информация о фигурке на разных языках, штрих-код и страна изготовления, в данном случае это Китай. Сами фигурки крепятся к подставкам, на которых напечатан серийный номер, год и страна изготовления. Первой мы посмотрим фигурку Оби-Вана, который является одним из главных персонажей всей саги. Во времена Империи легендарный джедай и бывший генерал войн клонов вынужден скрываться на отдаленной пустынной планете Татуин, став отшельником и назвавшись Беном Кеноби. Облик фигурки полностью повторяет внешность главного героя из сериала. Волосы зачесаны назад, на лице густая борода, а вокруг глаз видны морщинки. Оби-Ван облачен в потрепанный плащ цвета пустыни и традиционную одежду жителей Татуина, а в руке он держит свой световой меч. Роман Джона Джексона Миллера «Кеноби» из уже неканоничного цикла «Легенды» начинается после драматичных событий эпизода 3 и рассказывает про первые месяцы отшельнической жизни Оби-Вана на Татуине. Казалось бы, отдаленная пустынная планета – идеальный вариант для беглого джедая, чтобы скрыться и залечь на дно. Но внезапно оказывается, что и на самых захолустных планетах бурлит жизнь. Тут и нашествие тускенов, и ушлые фермеры-влагодобытчики, и мафиозные кланы из Мос-Айсли. Со всем этим придется разбираться несчастному Оби-Вану, который будто примагничивает всевозможные неприятности со всей округи. Интересной особенностью книги является то, что повествование ведется не от лица Оби-Вана, а глазами местных жителей Татуина и даже тускенов. Показана жизнь татуинцев и их быт. Не эпичная, но очень увлекательная история в стиле вестерна. Живые и интересные персонажи, есть элементы юмора и драмы. Всем фанатам строго к прочтению. Тем более недавно данный роман был переиздан у нас издательством Фанзон. Что же касается главного врага Оби-Вана, то фигурка Дарта Вейдера имеет классический узнаваемый дизайн и потрясающую детализацию. Я очень давно хотел фигурку данного персонажа себе в коллекцию, поскольку оригинальная трилогия моя любимая. Дарт Вейдер носит тяжелую броню, выполненную в традициях древних ситхов, которая представляет собой единый нагрудник серого цвета, с несколькими вертикальными черными полосами, а к верхним швам брони присоединен неспадающий черный плащ. К поясу крепится черная накидка, открытая спереди и достигающая колен. На груди
находится панель жизнеобеспечения, с помощью которой регулируется большинство функций костюма, а в руке он держит активированный световой меч алого цвета. Если роман Миллера «Кеноби» — это небольшая локальная история, то «Восход Дарта Вейдера» Джеймса Лусена представляет собой масштабное и динамичное путешествие по всей галактике. События романа начинаются в последние дни войны клонов и охватывают первые месяцы существования Империи. В центре романа две сюжетные линии. Первая — про группу джедаев во главе с Роном Шрайном, чудом переживших приказ 66. Бывшие хранители мира объявлены вне закона и пытаются выжить в новом для них мировом порядке. Во второй — Дарт Вейдер, который только начинает привыкать к своему новому облику. По ходу сюжета он окончательно уничтожает в себе остатки Энакина Скайуокера и становится настоящим ситхом. И опять же, не без манипуляций Сидиуса. Глазами Вейдера нам подробно показывают, во что превратился Энакин Скайуокер после битвы на Мустафаре. И это очень мощный момент в книге. Ну и естественно, первым же делом Вейдер начинает кровавую охоту за всеми выжившими джедаями. С этого момента и начинается напряженная погоня по знакомым фанатам планетам и мирам в попытках джедаев уйти от Вейдера. Один из лучших романов по Звездным войнам, сочетающий в себе как динамичные боевые сцены и масштабные сражения, так и обилие психологизма и раскрытие персонажей. На этом мое видео подходит к концу. Пишите в комментариях ваше мнение насчет данных фигурок и какое произведение по вселенной Звездных войн, будь то фильм, книга или игра, вам больше всего нравится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и увидимся в следующих роликах. У меня есть еще множество интересных фигурок из серии Звездные войны. Например, в следующем ролике я планирую показать вам фигурку Дарта Мола, грозного воина ситхов, которого боялись и уважали все его враги. Последний раз я видел тебя, когда ты искал свою половинку! Ставьте лайк, и в следующем ролике Дарт Мол объяснит вам значение слова «дихотомический». Кеноби, ну иди сюда, Кеноби, ты же до следующего ролика не доживешь. Не доживешь ведь. Ну не доживет, объективно ведь, да?